Перенесемся по другую сторону от старого города, к Балтийскому вокзалу. Между паутинок электросетей проглядывает некое промышленное сооружение. Именно это и есть наша цель – творческий городок Телескиви. Если честно, идя сюда, я не ожидал от этого места ничего особенного. Ну да, какое-то бывшее садеповское предприятие, переделанное в развлекательную территорию. Что-то может быть интересного. Забегая вперед, скажу, что в итоге я встретил одно из самых интересных мест в Таллине. А началось все с того, что в 1870-е годы рядом с недавно построенным в Ревеле вокзалом появились так называемые главные железнодорожные мастерские Балтийской железной дороги, а также депо и мастерская. В 1894 году здесь был построен роскошный поезд для российского императора, в котором функционировала система вентиляции, телефонная связь и паровое отопление. В 1928 году на этом заводе строились первые электрические трамваи, которые ходили по Таллину до середины 60-х годов. Впоследствии предприятие переименовали в Таллинский электротехнический завод имени Калинина в честь государственного партийного деятеля Михаила Ивановича Калинина, некогда работавшего на этом заводе. В 50-е здесь изготавливали ртутно-выпрямительные агрегаты для электровозов. В 1970 году завод участвовал в разработке первого советского лунохода. 3 годами позже производственный комплекс посещает император Ирана Мохаммед Реза Пахлеви. В тот период здесь работало 3 с лишним тысячи человек. В общем, у завода имени Калинина довольно долгая и богатая история. Оборвалась она в лихие 90-е. В 94-м завод окончательно закрылся, и все его строения пришли в упадок. И вот примерно лет 10-15 назад среди заброшенных цехов и рушившихся складов вновь затеплилась жизнь. Застучали молотки, загудели трели, запшикали баллончики с разноцветными красками. Группа молодых энтузиастов с разрешения властей начали превращать эти ветхие здания бывшего завода в самый креативный уголок Таллина – квартал, получивший имя Телескиви, что в переводе с эстонского значит «кирпичный квартал». Всю территорию квартала можно разделить на 3 части – депо, городок и бизнес-зону. Так сложилось, что первое, куда я зашел, это оказалась та самая бизнес-зона. Здесь расположены в основном различные офисы и деловые центры. Безусловно, основное строение, привлекшее мое внимание, бывший то ли заводской склад, то ли цех. Ну и, конечно, местами проглядывают пошарпанные уголки былого предприятия. Оранжевое 6-этажное здание является современным деловым центром. На его этажах разбросаны всевозможные офисы, в которых гламурно-креативная молодежь продвигает свои бизнес-идеи. Удивительно, что все это граничит со старыми заводскими пейзажами. Ну а в целом, пока, конечно же, все кажется не очень интересным. Но пройдя дальше, становится значительно увлекательнее. Виднеются приветственные надписи, а помещения принимают более неформальный облик. Отсюда начинается территория так называемого творческого городка, который не может оставить равнодушным. То есть мы сейчас идем по территории вагоностроительного завода имени Калинина, но вместо советских рабочих, перебегающих с одного цеха в другой, видим тусующуюся молодежь. Отличительная и неотъемлемая черта Телескиви – это граффити. Их здесь столько, что без них уже невозможно представить это место. Любители стрит-арта здесь разошлись на славу. А еще в Телескиве куча деталей на промышленно-заводскую тематику. Важно не забывать обращать внимание на все эти мелочи, потому что именно из них складывается общая атмосфера квартала Телескиви.
Примечательно, что все здесь сделано по большей части из подручных средств. На самом деле это и являлось главной концепцией при создании городка. Используя за основу заводские постройки и при минимуме затрат, создать такое место, куда приятно прийти, отдохнуть, перекусить и просто с интересом провести время с друзьями или в одиночестве. Круто, что старые цеха превратились в кафешки и магазины, а заправляют всем этим молодые предприниматели, в чьем распоряжении сегодня и оказались эти постройки. И все это в километре от старого города и в шаговой доступности от ЖД вокзала, где течет совсем другая жизнь. Видно, что снаружи здания в квартале Телескиве, не считая нанесенных на них граффити или недорогих украшений типа лампочек, практически не поменяли свой облик советских времен. Тем удивительнее эта связь Советского Союза с современными европейскими элементами прошлого и, так сказать, будущего. Бывшая проходная стала уютной кофейней. Старый склад превратился в магазин винтажной одежды. Так выглядит одно из помещений изнутри. За дверями расположены спортивные игровые пространства. Интересно выглядят лестничные пролеты в здании, в котором раньше находились заводские конторы. Стены выкрашены в яркие красочные тона, а между этажами висят картины. В цеху с красивыми зелеными окнами находится самое популярное в Телескиве кафе. Называется Фехуоне. Если не ошибаюсь, это первое кафе в Телескиве, первый отголосок будущего креативного городка. Короче говоря, квартал Телескиве превзошел ожидания и произвел на меня огромное впечатление. Видно, что сюда вложено очень много, причем не столько денег, сколько фантазии и различных модных идей. Например, галерея на 3 деревьях. На натянутых меж деревьев веревках висят какие-то фотографии. А здесь в огромном прозрачном шаре крутятся страницы с загадочными текстами. В этом деревянно-стеклянном кубе спрятан мини-огород. Или вот это непонятно что, какая-то странная конструкция посреди газона. Рядом с ней находится ресторан, который называется Лендов Талдрик – летающая тарелка. Вместо столов здесь большие катушки, на которые в прошлом наматывали кабели, а сиденьями служат бэушные поддоны, покрытые мягкими подпопниками. А еще на территории творческого городка есть музей фотографии, называется он Фотографиска, довольно знаменитое место в Таллине. Поблизости сохранились старые заводские стены в нетронутом обветшалом виде. За ними проглядывают дома района Пельгурин, именно на его территории официально расположен Телескиве, а также сюрреалистичные и, надо отметить, действующие рельсы, уходящие куда-то за горизонты. Рядом даже возвышается будка железнодорожного смотрителя, причем также по сию пору функционирующая, судя по дедушке, покидающему свою вахту. Нельзя не обратить внимания на историческую водонапорную башню, тоже элемент, хотя не такой уж и древний, но все же старинный.